Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о самом скандальном и мифологизированном аспекте существования певцов-кастратов, их личной и интимной жизни. Прямо сейчас. Не переключайтесь! Влияние кастрации на организм довольно хорошо исследовано. Конечно, сейчас у нас нет, ура, соответствующих объектов среди певцов для более подробного исследования. Ведь практика кастрации ради сохранения певческого голоса давно сошла на нет. Но кажется, что многие вещи можно понять, наблюдая за животными. Взгляните на своих домашних кастрированных котиков. Какие они милые и спокойные. Они даже не подозревают, зачем им нужны кошечки. Были ли певцы-кастраты поголовно плюшевыми мишками и беззубыми терпилами? Вопрос резонный. Вовсе нет. У них наблюдалось все разнообразие характеров, свойственное человеческому племени. Да ладно. Многие из этих ребят были горячи и задиристы так, словно обладали поистине мужским уровнем тестостерона. Драка, дуэль, почему бы и нет? Вспомним, например, вспыльчивого Каффарелли. Подробнее об этом можно посмотреть тут. Или самого плаксивого кастрата Пакьеротти, который, несмотря на всю свою робость перед публикой, был готов схватиться за шпагу, если ему нанесено оскорбление. Нормальный-то скучно, понимаете? Мы не можем составить верное впечатление о певцах-кастратах, наблюдая за домашними кастрированными котиками еще и по другой причине. Человек – животное особенное, и вопросы пола у него регулируются не только физиологическим влечением. Тут важна эмоциональная составляющая. То, что мы называем любовью. И в этом смысле певцы-кастраты ничем не отличались от других людей. Они тоже влюблялись и жаждали взаимной любви, тоже мечтали об обретении родственной души и счастливой семейной жизни. Кастраты, лишенные по злой воле родителей части своего естества, оказывались и далее ущемленными, на этот раз церковью, то есть институтом, который породил саму практику кастрации ради сохранения голоса. Католическая церковь рассматривает брак в первую очередь как союз двух людей ради продолжения рода. Но ведь у кастратов не может быть детей. Следовательно, и брак им не нужен. Вы осознаете мерзость этого? Регулярно кастраты обращались, в том числе к самому Папе Римскому, с прошениями разрешить им вступление в брак. Но позиция церкви по этому вопросу была непоколебима. Запрещено. Дабы не создавать прецедент, отказывали даже самым известным. Но что еще хуже, отказы порой сопровождались неприкрытыми издевками и оскорблениями. Так кастрат Картона, влюбленный в некую Барбаруччу, обратился за разрешением на брак к Папе Римскому Иннокентию XI. Прозвище у папы было Минго, то есть нет, но в этот раз папа превзошел сам себя. Отвечая отказом просителю, он начертал: «Дозволяю быть кастрированным получше». Вот, ничего хорошего не будет. Иногда кастраты, стремясь наладить семейную жизнь, находили поддержку у протестантской церкви, которая мягче относилась к вопросу их брака. Так было с Филиппо Финаци, Бартоломео Сорлизи или Тендуччи. История брака последнего и вовсе достойна романа. Он побудил девушку из приличной ирландской семьи на побег. В Корке они быстренько обвенчались по протестантскому обряду, но родственники и близкие новобрачной были в шоке и начали преследовать молодоженов. Новобрачные поступили опрометчиво и вернулись в Корк, где Тендуччи мгновенно схватили и бросили в тюрьму, а жену родители посадили под домашний арест. После цепи перипетий певец все-таки обрел свободу, а родственники жены добились аннулирования этого брака. Но за некоторое время до этого история сделала еще один неожиданный и пикантный виток. Жена Тендуччи оказалась беременна.
Вот это поворот! Когда она разрешилась мальчиком, то потребовала от мужа признать ребенка. Тендучи отверг это со словами: «Разве я могу дать другому то, чего сам не имею?» Вот это вот, как это? Кстати, если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я уже разделила свой канал, и на новом лежит видео о Евгении Панасенкове. Здесь остается жить история вокального искусства, а вот тут поселилась вокальная педагогика и профессиональные разборы пения звезд и звезд. Ссылку я оставлю в описании этого видео. Переходите на второй канал, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А мы возвращаемся к личной жизни кастратов. Традиционно считается, что Битлы открыли новую эпоху вокальной музыки, эпоху суперзвезд сцены, которые вызывают массовую истерию и безграничное обожание. Но на самом деле легендарный коллектив лишь повысил градус явления, сложившегося, несомненно, в эпоху кастратов и благодаря им. Увы, на выступлениях кастратов дамы не снимали трусики и не бросали их на сцену. Они ограничивались тем, что украшали свою одежду миниатюрными портретами любимых исполнителей. Хейтеров у кастратов, безусловно, тоже хватало. Вспомним ту же историю с Картоной и Папой Римским. Но чаще всего знаменитые и богатые певцы поднимались в обществе до обожествления. Их сравнивали частенько с внеземными существами высшего уровня, с богами, а их голоса с голосами ангелов. Но эти высшие существа разжигали в дамах адские страсти и побуждали женщин на крайнее безумство. Известны случаи, когда аристократки, игнорировав всяческие приличия, бросали мужей и годами таскались за обожаемым кастратом по всей Европе. Скандальность истории лорда Байрона, не кастрата, конечно, и леди Каролины Лэм, как вы понимаете, не обладала в этом смысле первозданной новизной. А мой с прибабахом-то. Известны также случаи, когда девушки умудрялись утолить любовные страсти с кастратами в стенах монастырей, куда юных особ помещали родственники с целью прекратить нежеланные связи. И что? И что? И что? А вот что. Талант, профессионализм, слава кастратов действовали одурманивающе на женщин. Нужно также учесть их особенную внешность, на которой значительно сказывался нестандартный гормональный фон. Представьте гиганта, который на голову выше среднестатистического мужчины. Прибавьте к этому мягкие, женственные черты лица. Все это помножьте на царственную осанку и движения, которые кастраты часами репетировали перед зеркалом. Довольно аппетитно даже по нынешним временам. Опять получился он? Главная беда кастратов становилась незаменимым бонусом для дам, склонных к адюльтеру. В большинстве случаев кастраты сохраняли способность к соитию, но детей иметь не могли. Следовательно, с кастратами дамам не приходилось опасаться беременности, а их мужьям того, что им придется воспитывать чужих отпрысков. А в этом месте была бы идеальная интеграция с производителем контрацептивов. Хорошая идея. Почему нет? Вот. Итак, сочетание таланта и славы, выдающейся внешности и счастливой способности не оставлять потомства делали кастратов лакомым кусочком и очень способствовали тому, что многие из этих особенных певцов крутили любовные романы на полную катушку. Но до этого я вела речь об отношениях кастратов с женщинами. Меж тем в обществе существует убеждение, что кастраты интересовались в любовном смысле преимущественно мужчинами. Да, бывало и такое. Например, Казанова пишет: «Вошел привлекательный аббат.
Я принял его за переодетую девушку и сказал об этом аббату Гама, однако он ответил, что это Беппино делла Маммана, знаменитый кастрат. Аббат подозвал Беппино к нашему столику и со смехом сказал, что я принял его за девушку. Бесстыдник, глядя мне прямо в глаза, ответил, что мне стоит лишь захотеть, и он даст мне возможность проверить, ошибался я или нет. Однако установить связь между кастрацией и нетрадиционной ориентацией не представляется возможным. Если судить по описаниям эпохи, процент представителей ЛГБТ среди кастратов был примерно таким же, как и среди тех, кто не принадлежал к этому печальному вокальному племени. Что же касается личной жизни самого популярного певца кастрата, фаринеллист Патрик Барбье, один из основателей сообщества, посвященного певцу, полагает, что Карло Броски несколько раз был глубоко влюблен в женщин, однако всю жизнь соблюдал целибат как глубоко верующий католик. Однако подробности этого я расскажу в одном из следующих выпусков. Как всегда, Зая просит поощрить ее лайком и подпиской. Спасибо. А на сегодня все. Я научу вас любить вокал.